Привет, красавцы, и добрейшего времени суток соус-энджойерам. Я хочу начать с того, что в жизни каждого контент-мейкера наступает момент, когда есть что рассказать. Поделиться своим мнением, дать собственную аналитику на игры такой именитой студии, как From Software. Будучи человеком с большим игровым опытом, чтобы вы имели в виду, это более 20 лет, приблизительно. Начнем это погружение в бездну постепенно, а именно постараюсь на личном примере разобрать, чем казуалов, так и хардкорных игроков цепляют вот эти все наши Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls, конечно же, Elden Ring, да и другие проекты от японской студии разработки видеоигр. Почему постоянно тянет поиграть вот в эти проекты? Откуда возникает желание испытать свои навыки, доказать в первую очередь себе, что ты такой же скилловый парень или девчонка, как и другие ребята из этого комьюнити? Ну и со слов популярных контент-мейкеров, еще и вдобавок стать тем самым нетакусей, который шарит за геймплей, лор, сюжеты и другие фирменные элементы игр, разработанных From Software. Хотя, знаете, отправляясь с этого воображаемого берега, я хочу сразу все обозначить. Хоть я и имею немецкие корни, но мой прадед не был солдатом верхмата, а поэтому мне абсолютно без разницы, как кто проходил что-либо. 600 траев, ложная слеза, абузы, баги, собаки, как хочешь, так и играешь. Любое направление в прохождении имеет место быть, и это твой личный опыт. Этим видео я также хочу продемонстрировать, что каждое мнение может существовать, и если оно тебе не нравится, это не значит, что оно неправильное или какое-то конченое. Быть несогласным — это нормально, но рефлексировать с чужого мнения и в дальнейшем впадать в истерики, прикрываясь посторонней, удел людей с завышенным ЧСВ и отсутствием критического мышления. Но да ладно. Как говорил мой одноклассник Николай, для каждого мил не будешь. И все же игры Фромов обладают какой-то магией, которая заставляет большое количество разных людей играть в эти проекты не то что сутками, а годами. И на примере моего личного опыта и истории отношений с играми Миядзаки и Танемуры, кстати говоря, я хочу раскрыть, почему многие геймеры по всему миру, в том числе и я, любят From Software. Вначале я обязан дать вам бэкграунд, заложить фундамент для будущего контента и быть с вами откровенным, для того, чтобы можно было визуализировать образ обычного человека, который заходит во вселенные темных душ с нуля, а через 10 лет покупает артбуки и как извращенец в корзине с грязными трусами копается в лоре, читая описания предметов, а также ссылается на источники Вики и сканирует сетчаткой глаза локации для того, чтобы составить картину мира целиком. Получается такая типичная история фаната From Software. Так вот, признаюсь честно, мой первый Souls был прощупан в 2012 году, на первом курсе универа. Увидев первый трейлер в интернете, я помню, Dark Souls мне казался копией Shadow of the Colossus. Так я еще никогда не ошибался, но на первый взгляд, будучи студентом, мысли были такие. Один в один. Вау, это же лютый секс. Большие демоны, по ним, наверное, надо ползать, а также решать игровые задачи, плюс там еще и обычные враги. Круто, я хочу в это поиграть. Ой, блять, что там сказать. Мой первый раз выглядел примерно так. А слова мои были таковы. Почему меня убили? Да это нечестно. Сразу 2 босса? А как мне их убить? Вы там ебанулись, что ли? А как мне пройти этого копра-демона? Навозными пирогами? Реально? Собственно, испытав легкий привкус миядзаковского пенсила, я с недоумением сказал «Секо хоро шего». На тот момент я включил тренеры, ломал игру полностью, бегал по локациям, использовав режим бога, бессмертия. Но будучи обладателем трехзначного IQ, я понимал, что так играть не стоит. Хуйня, честно говоря, такой подход. Но попробовав раз, я уже жил с мыслью, что чего-то я не понял, и мне хотелось пройти этот порог вхождения, научиться играть, решить эту игровую проблему. Казалось бы, меня унизили, ничего не объяснили, показали, что я низкоуровневый игруля. И здесь мой опыт должен был закончиться, но скипаем время на 6 лет вперед. По прошествию этого времени так сложилось, что я пропустил Dark Souls 2, 3, Bloodborne
И достойной техники, чтобы запустить эти творения, у меня не было. Денег на новый комп нет, на новенькую консоль тоже нет, а играть хочется. Тем более, все эти 5 лет мне не давал покоя мой позор. Банально хотелось закрыть гештальт. Я ощущал какую-то близость к этим проектам. Меня манил этот мир. Этот Deep Dark Fantasies. Было чертовски интересно узнать об этой вселенной самому. Тем более первые видосы по DS я начал смотреть реально ближе к году 2020. Я решил купить себе PlayStation 3. Да, в 2018 году. Забегая вперед, решение было правильным, так как игр мной было пройдено немного. Ну там эксклюзивчики и то, что я пропустил за тот промежуток времени. И вот, в какой-то из вечеров я начал свой путь, но в этот раз не с Dark Souls, а с Demon Souls. Таким образом, я преодолел невидимый барьер, и на текущий момент в списке ожидания у меня осталась только непройденная Sekiro, которая уже в процессе. Собственно, узнав мой бэкграунд, теперь постараюсь раскрыть причину отдельной любви многих игроков к фромам и разобрать, почему соус-лайки до сих пор притягивают к себе. Хотя геймплейной формуле уже 16 лет, и каким же секретом очарования обладают игры From Software? Как говорится, встречают по одежке, и игры в этом плане не исключение. В зависимости от предпочтений мы формируем наши вкусы, отталкиваясь от сеттингов, визуальной составляющей и, конечно же, графики. Во вселенных From Software арт-дизайн является чуть ли не главным инструментом для вовлечения в созданный мир. Начиная от трейлеров, я, как игрок, чувствую определенный трепет внутри, который заставляет проникнуться этими мирами. С визуальной точки зрения насыщенный цветокор завораживает внимание, палитра красок притягивает наблюдать за всем, что происходит на экране. А масштабы происходящего показывают величие тех героев, которые участвуют в этих событиях. Фромы умеют создавать интригу, через свои синематики они цепляют на крючок, создают грамотный ажиотаж. Помимо того, за всем этим банально приятно наблюдать. Ты сам дорабатываешь своим воображением те пробелы, где они нарочно пропускают это в своих трейлерах. Пожалуй, мало кто умеет делать так же. Как раз таки и хороший трейлер должен создавать правильную интригу, возбудить в тебе интерес, а не показать все самые хайлайтовые моменты. И в этом ремесле у From Software могут поучиться многие. В общем, как вы могли заметить, еще начиная с трейлеров, Фромы подогревают интерес к своим проектам, вызывая эстетическое наслаждение у смотрящих, а также формируя желание поскорее притронуться к их играм. И вот когда момент наступает, игрока встречает фирменный дизайн миров From Software. Уникальные декорации, таинственный антураж и насыщенные локации, на которых нацеплена вуаль загадочности. В голове игрока возникают вопросы, и единственно верным решением для разгадки — это просто идти дальше. И вот, казалось бы, прилагательные и эпитеты для описания окружения и передачи общего настроения — это, конечно, круто. Но в чем заключается магия, которая притягивает геймеров к играм именитой студии? На самом деле ответ довольно простой. Это арт-дизайн, а точнее работа дизайнеров. Рассматривая артбуки, я заметил, как кропотливо и филигранно они переплетают фэнтези с архитектурой нашего мира. Берут референсы из искусства и, интерпретируя их, создают свои вселенные. Приведу пример. Для того, чтобы нарисовать, казалось бы, дефолтный замок, надо просто взять и использовать референс какого-нибудь замка. Само собой разумеющееся, так сказать. Ну или взять готовый ассет. И в большинстве игр в фэнтезийном сеттинге применяется такой паттерн действий, где на выходе получаются дженериковые локации, которые ровным счетом не вызывают ни одной положительной эмоции. Тем самым визуальный интерес к таким местам близок к минимальному. Теперь рассмотрим процесс проработки дизайна в From Software. Естественно, алгоритм действий приблизительно такой же. За основу берется какой-нибудь референс. Но здесь важны детали. При создании локаций дизайнеры из From Software более глубже рассматривают взятые примеры. Они изучают конструкции, рассматривают их в плане архитектуры и проектирования, стараясь донести реализм в фэнтезийный мир. И из-за слаженной работы отдела внутри студии им удается не просто сделать красивые локации, а наделить их душой, придать этому антуражу живой вид, который будет ощущаться как нечто знакомое из нашей реальности, но в рамках вселенной игры. Начиная от разработки макета,
Прорабатывая основной дизайн локации, а также углубляясь в детали, From Software не просто делает красиво, а рассказывает игроку через окружение свою историю, создает правильное настроение и передает ощущение чего-то сказочного. Того самого Dark Fantasy. И из-за такого подхода им удается быть на голову выше в дизайне, сравнивая с другими студиями разработки. Про проработку дизайн-локаций и левел-дизайна можно вообще делать отдельное видео, но если экономить время, то можно сказать, что миры, созданные Фромами, построены таким образом, что игрок всегда будет ощущать целостность мира. Хоть в некоторых проектах они и камерные, то есть небольшие или другими словами коридорные, но с точки зрения визуала ты всегда сможешь ощутить масштаб декорации и взаимосвязь между регионами. Они мастерски умеют переместить игрока в другую локацию, таким образом, что ты не будешь чувствовать диссонанс. Все маршруты построены логично и грамотно. Игрок может с легкостью запомнить нужный поворот. Ощущается целостность мира, в который ты веришь. Декорации и антураж погружают тебя в происходящее. Так, я не понял. А это что такое? Да, в DS2 локации ощущаются как говно разных млекопитающих, размазанное шпателем. Но все же это исключение из формулы From Software, нежели классический случай. Естественно, если говорить про уникальность дизайна локаций, интерьера, персонажей, оружия и другие элементы визуала игр Фромов, в голове сразу появляется слово «отсылка». К чему? В первую очередь к Берсерку, даже если ты не анимешник. А потом к другим культурным произведениям, архитектурным местам и к искусству. Плюс это или минус, здесь каждый решает для себя сам. Но факт в том, что дизайнеры From Software мастерски умеют работать с этими референсами, превращая свои вселенные в незабываемые путешествия, где на пути игроков будут попадаться истории героев этих миров. И каждый персонаж наделен индивидуальностью, характером и бэкграундом. Согласитесь, мало кто вспомнит второстепенного босса из какого-нибудь Нио, Байонетты или, например, даже God of War. Но многие вспомнят этого парня, этих ребят, вот этого мужчинку. Следующий пример, конечно, мем, но даже этих пацанов многие помнят. Не за качество, а скорее за количество, и все же. Естественно, никто не забывал эту девчонку. Ее, забудешь, угу. Да, даже обладая плохой памятью на имена, их образ у тебя останется в голове на долгое время, так как дизайнеры From Software через правильные ракурсы, интересную подачу внутриигровых синематиков взаимодействуют с восприятием игроков, чтобы они надолго запомнили этих персонажей. Собственно, в этом уравнении задействован не только визуал, все работает вкупе. Но об этом чуточку попозже. Фромы не просто рисуют картинки, они мастерски пишут картины. Многие их образы создают впечатление высокого искусства. Арт-дизайн From Software заставляет многих людей влюбляться в их миры, создавая тонны контента в интернете. Начиная от топов по боссам, заканчивая СПГ с историями, завязанных на пиксель-хантинге и личных мыслей авторов различного контента, связанные с мирами Темных Душ, Bloodborne и других игр от этой японской студии разработки видеоигр. Несомненно, игроков по всему миру манит визуальная составляющая вселенных From Software, и я в том числе. Но не только декорации и образы заставляют возвращаться раз за разом в эти проекты. Нужно затронуть главную составляющую любой игры, а именно геймплей, которому уже на секундочку, больше 15 лет, начиная с Demon's Souls. И, конечно, этот каркас обрастал различными игровыми механиками и элементами. Я уверен, что он еще не раз изменится. И да, несомненно, он устарел, если рассматривать его в первозданном виде. Но, как и любой жанр игр, он не стоял на месте, а развивался и дорабатывался. Да, из проекта в проект эта формула менялась, и Миядзаки со своей командой экспериментировали. Говорить об этом можно долго. А спорить, говно игровой процесс или нет, вообще бесконечно. Возникает один простой вопрос. Так все же почему многие геймеры возвращаются в эти вселенные снова и снова? Давайте разбираться. Начинал я это видео со своей истории погружения неспроста. Я хотел продемонстрировать вам typical игрулю, который до этого с соусами не сталкивался и подобные проекты руками не трогал. Но будучи проникшимся эстетикой темного фэнтези, я хотел пройти эти игры,
ну, на момент 2018 года. Начал я свой путь с Demon's Souls неспроста. Настало время охуительных аналогий. Представьте, что игра в Souls-like — это езда за рулем. И когда вы учитесь ездить на машине, помимо педали тормоза, газа и сцепления, есть еще ряд обязательных знаний, установленными ПДД, которые становятся понятны только после определенного времени с момента начала обучения. Грубо говоря, для комфортной езды за рулем нужно пройти определенный порог вхождения, где вначале твои мысли примерно такие: «Ой, опять за руль садиться». А после какого-то времени у тебя таких мыслей вообще нет. Так и в соусах. Вначале ты думаешь, ну опять мне будет тяжело, меня будут убивать, я потеряю весь накопленный прогресс. Ну так вот, пройдя порог вхождения, все эти вопросы про то, что «а что если меня убьют и я потеряю прогресс? А вдруг там будет слишком сложно? А как я справлюсь с этим боссом?» они исчезают. Ну, тебе просто наплевать на это. Ты принимаешь правила игры и проходишь как есть. Трудности тебя только подстегивают к моменту освоения всех инструментов для решения игровых задач. Порог вхождения пройден, а для того, чтобы это сделать, нужно просто чуть больше времени, чем в каком-нибудь слэшере с выбором сложности. Потом тебя и вовсе уже за уши не оттянешь от игрового процесса. И возвращаясь к играм From Software, Demon's Souls для меня была учебным Volkswagen Polo, где я еще боялся наваливать скорости и по городу ехал 40 км в час. Но пройдя первую игру Миядзаки, я испытал ощущение, словно я сдал экзамен на водительские права. Вроде бы ничего сложного, но было так волнительно, что грудная клетка повторяла все вибрации на геймпаде. И все же в конце я испытал радость от всего процесса прохождения и преодоления всех трудностей. Каждый новый Souls воспринимается как новая машина, в которой все те же педали, коробка передач, но наваливает на дороге она немного иначе, и ты испытываешь с этого кайф. Как говорится, все гениальное просто, и геймплей From Software это подтверждает. Рассматривая, каким образом работают эти педали и руль, понять, почему игроки ощущают кайф от прохождения подобных игр, становится предельно просто. Но я бы не был бы самим собой, если бы не постарался это объяснить. Собственно, начнем с основ. Многие Souls-игры относятся к жанру Action-RPG, что подразумевает на отыгрыш определенной роли, будто воин, пиромант, маг и т.д. плюс т.п. Но основа игрового процесса в соусах от этого почти не меняется. Кто бы что ни говорил, но главные элементы геймплея — это уклонение и атака. Рядом пониже с ними можно поставить блок и прожатие какого-нибудь спелла, но как ни посмотришь, геймплейный фундамент строится на простейших игровых механиках. Тебе не надо осваивать миллионы комбо-ударов, понимать, как работают навыки и изучать древо прокачки и ветки умений. Простота геймплея позволяет за пару минут разобраться игроку в управлении, скилл-поинтах и боевой системе, которая будет необходима на протяжении всего прохождения. Новых приколов ты не получишь. Буквально это как езда на велосипеде. Тебе не нужно контролировать спицы, чтобы ехать плавно. Почти все игры фромов имеют дополнительные фишечки, которые только смогут помочь тебе в прохождении. Отчего некоторые моменты могут показаться легче простого, но для полного прохождения тебе хватит знания основ управления и осознания того, что у игры свои правила. Эти правила заставляют тебя обращать внимание на то, куда ты в других играх привык не смотреть и не думать об этом. Почему я сравнил вождение автомобиля с прохождением соус-лайков? И там нужно проявлять повышенное внимание. Да, за рулем ты можешь нестись, сломя голову, забивая прохожих, не смотреть в боковые зеркала, игнорировать светофор, но по факту это будет указывать на то, что человек за этой машиной либо под веществами, либо психопат. Ну или просто конч. Так и в проектах фромов надо чуть больше проявлять внимание при прохождении, и такой способ вовлечения работает не на всех, но те, кто понял, в чем кайф, понимают все прелести соус-лайков. И все же, если все так просто с моих слов, почему в обществе присутствует мнение о хардкорности этих игр? По факту, это первое впечатление, которое создают творения From Software. Можно сказать, если играл в один сосалик, значит играл во все. Да, понятное дело, что они отличаются концепцией, стилистикой, иногда игровым процессом, но структура твоего забега по игре будет почти что всегда одна и та же. Возможно, непопулярное мнение, но буквально. Фромы используют те же паттерны, что и «сейчас держись», «не ёбнись со стула», но и Activision со своими Call of Duty. Ну реально, приобретая новую колду, ты понимаешь, что тебя будет ждать сначала сюжетка,
где будут интересные локации и игровые срежиссированные моменты, если повезет, естественно. А далее мультиплеер с живыми игроками. В Соулзах картина схожая. Миядзаки опять настал болотами, интересными боссами и навалил недосказанности в лор для СПГСников. А теперь подумай, чем по большому счету такой подход отличается от другого? Из года в год колда одна и та же, на первый взгляд. И только те, кто играет на постоянной основе, видят отличия. Я уверен, что многие, посмотрев на соусы, скажут примерно то же самое. И чтобы ты понимал, это рабочая схема многих студий разработки. Те, кто там работают, также хотят кушать и не заебываться на работе. Да, я согласен, что разработка игр — это творческий процесс, который требует креативный подход, так как корпорации убивают уникальность проектов, и в идеале должно быть, наверное, 50 на 50 или еще как-нибудь. И все же мы живем не в утопии, где все хотелки игроков учитываются в создании продукта. Разработка игр — это не просто творческое объединение талантливых специалистов. Это куда более комплексная система для создания многомиллионного игрового произведения. Но по большому счету, если лично мне и многим другим нравятся эти продукты, то зачем изрыгать из себя желчь на людей с альтернативным мнением, которое также закреплено другими объективными фактами? Мне этого не понять. В любом случае, главным показателем, а также импактом для издателей было и остается прибыль и итоговые оценки критиков и людей, которые поддержали проект покупкой. Да, найдутся несогласные, будут миллионы причин, объективных, субъективных, контркультурное и в то же время популярное мнение, которым при удобном случае можно будет пользоваться. Но, братан, почти любой проект в игровой индустрии имеет свои минусы и плюсы. Кукарекать мнением трендсеттера на других в интернете, конечно, я не запрещу, и мне это не нужно. Но таким людям вообще приятно осознавать тот факт, что они каждый день в зеркале видят клоуна. Ладно, меня опять занесло, постараюсь, чтобы это был последний раз. Все же, если тот, кто смотрит это видео, не играл в Соулзы, но испытывает пламенное желание, то попробуй. Вся сложность исчезает при прохождении и остается только челлендж. Как мы уяснили, в освоении управления сложности нет. Она строится на принятиях правил игры и чуть более внимательном мониторинге игровых ситуаций с дальнейшим анализом действий. Во время прохождения будут попадаться разные задачи, и для их решения не нужно быть гением. Просто надо проявить чуть больше концентрации и принять, что смерть в таких играх служит маркером, чтобы ты в следующий раз понял, в чем твоя ошибка. Внезапные засады, сильные не по уровню враги, урон с потолка, естественно, миллион бомжей, ядовитые болота. Все это было еще в Demon's Souls, и все это присутствует в других проектах, в том числе и в Elden Ring. Пройдя один Souls-like, ты будешь понимать, как работают другие, и за ширмой сложности этих игр останется только интерес к эксплорингу, личному челленджу, который ты придумаешь для себя, и PvP-сражениях, если ты экстраверт, естественно. Не смотри, как правильно играть. Не принимай за истину слова тех, для кого играть в игры — это равно зарабатывание денег. Соулзы надо проходить, как ты хочешь. Делись своим опытом со знакомыми, друзьями. Я еще ни раз не встречал людей, которых пиздили на улице за то, что они проходили игру за мага. Лично я предпочитаю играть в клазе, через уклонения и мечи. Но я встречал людей, которые рассказывали мне, как они проходили Elden Ring за волшебника или пироманта. И у меня не было ненависти к этим людям. Мне было наоборот интересно узнать их опыт. Почему они решили так пройти. И когда я делился своим опытом, они только открывали для себя новые варианты прохождения. Каждый босс, локация, условия, которые попадает игрок, это своего рода задача, которую приятно решить. И за простоту геймплея, а также неординарный подход в, казалось бы, базовых элементах игрового процесса, игроки и любят проводить часами во вселенных From Software. Лично для меня всегда интересно вернуться в эти миры. Попробовать другой билд, посмотреть, как работает чудо или какая-то магия, застрять на боссе, которого я убивал с первого раза в одном прохождении, но в другом я не могу пройти его из 10-го. В таких моментах прослеживается вся прелесть реиграбельности и геймплея, разработанного командой From Software. Такой подход притягивает многих игроков из этого комьюнити, в том числе и меня.
Помимо визуального ряда и боевой системы, то есть геймплея, важным элементом игрового процесса является эксплоринг, который приносит отдельный вид кайфа от прохождения. Зачастую в играх фромов, в частности Миядзаки, левел-дизайн проработан таким образом, чтобы игрок хотел пропылесосить каждый закуток локации, найти все спеллы, кольца, новые сеты брони и другие предметы. Исследуя местность, ты будешь находить новых персонажей, шорткаты, которые будут позволять возвращаться в старые места для новых поисков глубинного смысла. В прохождении возникает азарт. Вот ты видишь условно какие-то ворота или новый поворот в катакомбах, в замке, да даже просто другую тропинку, которая заставляет тебя сбиться с маршрута, так как на ней тебя будет ждать новый контент. Такие развилки вызывают интерес к эксплорингу. Просыпается дух авантюриста. Ты делаешь ставку на свои навыки и опыт. Продолжать ли путешествие, невзирая на невиданную опасность и риск потерять текущий прогресс в виде накопленных поинтов для дальнейшей прокачки? Либо вернуться до последнего места отдыха, либо вообще продолжить свой путь далее. Но все равно у тебя в уме уже будет мысль. А что же все-таки случится, если пойти туда? From Software умеют играть с любопытством, используя запутанные коридоры, вертикальность локаций и предоставляя панораму общего вида местности. Игрок взором попадает в эту ловушку для эксплоринга, и вкусив такие прелести игрового процесса, в тебе разгорается азарт проверить, что ты усвоил правила игры, стал ли ты опытным игроком. Сумеют ли тебя удивить приколы Миядзаки и команды разработчиков из From Software? Грамотно меняя антураж локаций и предоставляя челленджи в прохождении, а также играя с тем, как геймеры будут визуально анализировать окружающий мир, появляется интерес к эксплорингу, так как фромы под руководством Хидетаки Миядзаки умеют грамотно распределить точки интереса, раскидать лут, героев, истории, которые поддаются через окружение. Условно говоря, соус-лайкам идеально подходят муравейники. В конце тропы всегда будет находиться поощрение за твои старания. Не всегда соизмеримые с затраченными силами, но это лучше, нежели ненужные расходники, как награда за прохождение данжа в открытом мире. Ну вы меня поняли. Те самые минусы и плюсы. Конечно, в проектах From Software имеются недостатки, и это нормально. В любом случае, только сам игрок решает, прощать игре объективные минусы или нет. Лично я люблю фромов за то, что они в своих творениях предоставляют мне уникальный подход в эксплоринге интересных мест, предметов и анализе лора, который собирается по крупицам, и здесь есть что рассказать. Миры From Software обладают удивительным шармом, который притягивает к себе очень разных людей, как гениальных, талантливых, так и полнейших безумцев. Да что уж там говорить. А лучше не говорить. Но что их всех объединяет? Естественно, восстановление полной картины происходящего, начиная от всех действующих персонажей истории, заканчивая основными причинами конфликтов интересов, которые привели к определенным событиям. Конкретным анализом занимаются многие, как и опытные уже в этом деле архивариусы на вики-ресурсах, так и контент-мейкеры, интерпретирующие лор через свою призму восприятия, основываясь на фактах через описание предметов, так и через свое воображение. Но почему же люди испытывают такой интерес к этим вселенным? Ну, фэнтези, как будто до Souls'ов, Bloodborne и других игр не было нечто похожего. Да, собственно, было, только в этом деле важен подход, и если рассматривать детство маленького Хидетаки, опуская все шутки про ремень, задержки и развитие, то мы можем вспомнить тот факт, что юный Миядзаки любил читать иностранную литературу, и не зная других языков, он использовал свое воображение, чтобы заполнить пустоту, опираясь на иллюстрации из книг. Так вот, применив детские воспоминания в создании видеоигр, он перенес свой личный опыт на лоровые приколы своих творений, дав игрокам ощутить те же эмоции, которые ребенком испытывал сам Миядзаки. Буквально поиски глубинного смысла в играх From Software — это личный опыт главного геймдизайнера, который решил поделиться с игроками своим ребяческим ощущением от изучения историй через кусочки понятной информации и активного воображения.
Такой подход оказался действующим, и некоторые лороведы на YouTube до последнего времени, словно дети малые, по сей день спорили, как на самом деле обстоят дела в лоре вселенных Фромов, в то время как другие люди восстанавливали хронологию событий через описание предметов, дизайн локации и совместной работе на вики-источниках, а также выпуская подробные ролики на тему здешнего лора. За это им огромное спасибо, так как не всегда есть возможность открыть игру и прочитать нужную информацию для каких-либо своих целей. Проходя игры From Software, я всегда читаю описания найденных предметов, которые помогают построить целостное видение лора этих вселенных. Но помимо детских ощущений, Миядзаки также оставил недосказанность, которая подогревает интерес к спорам или рассуждениям. Лично мне нравится копаться в лоре. Используя такой подход, возникает своего рода ребяческая заинтересованность в изучении и исследовании. Будто ты энциклопедию с картинками открыл, и как в детстве рассматриваешь детали и читаешь описание. Не знаю наверняка, хотел ли добиться этого эффекта Хидетака, но у него это получилось. Проходя игры Фромов в первый раз, я с головой уходил в их миры, пытался вникнуть в хронологию, лор, и восстанавливая общую связь между персонажами и событиями, я раскрывал для себя все поставленные вопросы. В совокупности всех элементов игрового процесса разработчики правильным образом взаимодействуют с восприятием геймера через арт-дизайн, геймплей, эксплоринг, изучение лора. Возникает та самая вовлеченность и интерес, которыми обладают проекты From Software. Но самой главной деталью, которая усиливает кайф от прохождения, на мой взгляд, является музыка. И это почти что подлинное произведение искусства. Композиторы, которые пишут для этих игр музыкальное сопровождение, словно душу дьяволу продали. По пальцам одной, двух рук можно перечислить проект, где музыка раскрывает созданные миры, усиливая восприятие и донося какую-то историю. Я вспоминаю свои первые прохождения Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, и у меня буквально в памяти всплывают образы со звуковым и музыкальным сопровождением. Про заглавные темы я вообще молчу. То чувство, когда тебя встречают уже знакомые ноты с меню игры, непередаваемы. Возникает предвкушение погрузиться в миры From Software вновь. Взяв почти любой проект Миядзаки, ты обязательно вспомнишь те ощущения, которые испытывал в хабах, а композиции только усиливают эти эмоции. Firelink Shrine в первой и третьей части DS, Majula из второй. Согласитесь, от одного названия этого поселения уже многие, кто играл, вспоминает, что любил, скорее всего, поставить на фон для релакса или спокойной работы данную тему. От композиции Cleric Beast из Bloodborne волосы встают по всему телу дыбом. Каждый трек на босс-файте только дополняет полученное ощущение. Через музыку игра старается рассказать историю этих персонажей, буквально как это сделано в том же Elden Ring. Почти каждая мелодия имеет смысл, где хоровые пения рассказывают их истории. Вообще нахуй не зная латыни, по смыслу мелодии можно понять, о чем хотят рассказать тебе через уши, а визуальная часть только подчеркивает это, но факт в том, что, используя музыку и хор, нам рассказывают внутренние ощущения и бэкграунд персонажей, банально усиливая лоровые приколы. А вы например, знали, что на босс-файте Матерь Пальцев Метир во второй фазе в музыке сэмплируются звуки черной дыры, записанные НАСА? Охуеть! Конечно, самому не получится это узнать, не разбираясь в хоровом пении и не зная латыни или как звучит черная дыра. Но на то и есть комьюнити, где талантливые люди делятся этой информацией через текст на форумах и в вики. Я обожаю музыку из вселенных From Software. Люблю иногда включать на фон тему Фриды, Медира, Демона Принца, ту самую Маджулу, Гвина, Firelink Shrine. И я уверен, что многие предпочитают другие треки, и это здорово, так как композиторы смогли заинтересовать разных людей. Я люблю осознавать и отслеживать, как через музыку фромы рассказывают историю мира. Например, как это было в финале первого DS, где логическое окончание связалось с финальной темой босса из третьего. И это только один из самых знаменитых примеров. С теплотой вспоминаю смертельный и трагичный вальс с Людвигом из Bloodborne. Каждая мелодия в творениях From Software рассказывает историю, которая передает всю драму мира на краю конца эры огня, если мы берем в пример Dark Souls.
Тяжело передать эти ощущения, но я надеюсь, что те, кто также любит созданные миры талантливых японцев, понимают, о чем я имею в виду. И музыка здесь является важной частью той магии, которая заставляет влюбиться в эти игры многих людей по всему свету. Иногда реально не замечаешь, как вливаешься в это комьюнити. Да, есть люди, которые не понимают, в чем же прикол, но те, кто принимает правила игры и проходит порог вхождения, далее получают удовлетворение от музыки, игрового процесса и изучения локаций, а также истории персонажей в данных мирах. Да, отношения между игрой и игроком бывают токсичные, но будучи уставшим с работы, эмоционально перегруженным, включая последние проекты фромов, выходившие на протяжении 16 лет, ты понимаешь, что получишь долю эстетического наслаждения, а также эмоциональную разгрузку при каком-нибудь игровом факапе. Можно хуями обложить разработчиков, игровые ситуации, боссов в конце-то концов. И в этом имеется свой кайф, который также заставляет тебя возвращаться снова и снова в это темное фэнтези. Банально даже ради того, чтобы скинуть весь негатив в видеоигру, а не на окружающих тебя людей. Своего рода психотерапия по-миядзаковски. Даже в лес выезжать не надо, и тем более бить палками по пням и платить за это бешеные деньги. Знаете, существует образ, что в комьюнити фанатов игр From Software преобладает доля людей с психическими отклонениями, литерали джокеры, которые кричат громче всех, но по факту фриков просто лучше слышно, и так почти во многих аспектах социальной жизни. И я хочу развеять этот миф, хотя буквально недавно считал иначе, но разбираясь в этой теме, почему я люблю From Software, я осознал, что вкатился в эту тему благодаря талантливым людям внутри комьюнити, чьи труды отражены на вики, описывая лор из предметов, где также присутствуют тактики прохождения, билды и много чего другого. Я хочу сказать спасибо настоящему комьюнити Темных Душ и других игр фромов. Без вас многие бы не прошли бы эти игры, не поняли сюжетные повороты и происходящие события. Спасибо многим контент-мейкерам, стримерам, которые совместными усилиями стараются доказать адекватность этого сообщества. Есть, конечно, те, кто доказывает обратное, но, как говорится, у любой монашки есть прошлое, так же, как и у каждой шлюхи есть будущее. Исправиться в лучшую сторону никогда не поздно. Нужно стараться быть лучшими версиями себя. Ребята, даже если с кем-то не согласны, просто знайте, что такая форма мыслей существует, а навязывать свою, единственно верную точку зрения — это дурной тон при общении с незнакомыми для вас людьми. Все мы любим игры от From Software по разным причинам. И этим роликом я решил рассказать, почему также признаюсь в любви творениям фромов. Ко всему донести, что данное сообщество состоит из многих умных, талантливых и креативных людей, которые взаимодействуя между собой только делают это комьюнити лучше. Ну а теперь, ребята, красавцы, домашнее задание. Огромная к вам просьба, если вы думаете, что это видео получилось крутым, и я несу правильные или интересные мысли в своих видео, пожалуйста, помогите добить первую цель на YouTube в 1000 подписчиков. Для меня это огромный заряд мотивации, на котором я сейчас и выпускаю новые ролики. И за весь предыдущий актив, ребята, честное слово, огромное вам спасибо. К тому же идей для контента куча, а с вашей помощью я смогу делать его быстрее. Для этого нужно кликнуть на палец вверх, пожелать мне здоровья в комментариях. Можете свои мысли на тему From Software оставить там же. Напоминаю, что у нас там своеобразный дискуссионный клуб. Рад буду каждому, но прошу проявлять уважение к окружающим. Также можете поделиться этим видео с братаном, коллегами по цеху, сокурсниками, сокамерниками, с кем угодно. От прожатого колокольчика, говорят, вообще возникает внезапная реакция у автора. Честно, пока не ощущал. Напоминаю, что меня можно найти на Твиче, а там не хватает именно тебя. Так же, как и в Телеграме. Ко всему, если имеется желание поддержать мою деятельность материально, теперь у меня имеется Boosty, который со временем обрастет доп-контентом. Короче, все ссылки в описании. Я желаю вам играть по кайфу, делиться своим игровым опытом с друзьями и спать больше 7 часов в сутки. Всех целую, обнимаю, до свидания.